В тени старых яблонь, где ветер шепчет тайны, мы сидим вместе, глаз заря не отводя. В улыбках свет и покой, как светилы они, и пахнет лето там, где прошлое складит твердь. Рядом минуты, долгота в них сквозит. В каждой травинке знание веков звенит. Это время в саду, сон наяву, где вечная любовь согревает тьму. Листья шепчут невзгоды, к нам стучит звезда. Время в саду навеки след оставляет. Всем привет! Ты понимаешь вообще, какое у нас колесо огромное? Я на него еле залажу, я сидя до потолка достаю. Это хороший задаток под баню. Поэтому мы его разберем и завезем на хутор, и дальше посмотрим, что с ним делать. Вы на канале Дела Семейные. Мы начинаем нашу новую деревенскую серию. Всем привет. Аккуратно, сейчас скатишься. Сетку с теплицы, теневку мы сняли. Там много кто нам писал, что ее снимать не обязательно. Она перезимует. Ну, понятно, что она перезимует, но... Много писали, что снег будет задерживать, вот. поэтому... Насколько, во-первых, снег будет задерживать, лед там будет намерзать. Ну. И просушится она в 2 раза меньше, это точно. Мы ее сняли, положим в теплицу, пускай лежит. И привезли опилки. Сейчас будем утеплять сначала розы, цветы, да, все, что у нас есть такое. Да. И все, что останется на голубику. Вот все, что я нашел сегодня. Нету нигде опилок. И то супер свежие опилки мне прям с пилорамы их насыпали. Поэтому ждем декабря. У нас же есть свой пильщик. Да. Своя Мы пилорама, которую мы всегда дерева берем у одного и того же человека. И в декабре уже, наверное, нормально подсыпем хорошими опилками, может даже с корой голубику. Голубику. Я думаю, знаешь, почему сейчас все разобрали? Все вот эти, которые занимаются голубиками, все просто забрали на свои плантации. Да, такие плантации Всё у нас тут в Брестском выбрали. районе и области даже голубичные просто. Ага. Сколько мы к моим родителям едем, да? Ой, там везде. Вообще. Люди занимаются, молодежь особенно, молодцы. Мы занимаемся голубикой. Ну. Начинаем. Да. Пошли. Пошли. Хватит одного. О, Я чуть-чуть сюда.
Там ще в мене на клумбі є розове світле і плетюще. Можна сюди. Подилувати маленьку штуку. А, это то, что мы в прошлом году копали, это они с а корней? корні поставалися, бач, не виходило. Я вижу. А я думаю, откуда столько много. Це то кустовий, то вже як тому Мгм. ложитимете плітку, яку клумбу оставите тут, які Мгм. можна туди посадити. Вони, бач, невисокі ростуть які. Мгм. Это надо варить, вот как на ту розу. Только один большой такой. И все, и варить. А что это за дерево? Я ходи не висав, от щик отщикнув всі і тоді взяв і висунув. Як ця рука народу. Сюда? Да. Ну, Только не сильно, может, много. ну, Чуть-чуть. туди не сип стику. Отак вокруг обсип. Садити їх листя мало. А ні ті рози повикопувати. Сейчас пообрезаем немного, там уже будет больше по этим делам бабушка. Киви сказала, не будет обрезать. Но так мы с вами еще ни разу не увидели, чтобы оно цвело. Я же кивиш у нас, кто Ну, он знает. плод дает где-то в районе через 4-5 лет, Так уже наверное, вообще. пришло. Наверное, вот он в Понимаешь? следующем году, возможно, Может только, да. быть. Оно должно вначале же зацвести, но мы так ничего не увидели. Это вот тут вот одно киви есть, и вот там у нас и там киви одно есть, но пока ничего нету. А розы там бабушка все пообрезает, и киви мы ж заматываем на зиму. Не знаю, как в этом году бабушка будет, не будет. Но ждем. Но если мы вырастим киви в деревне из косточки, просто из косточки, не купленным саженцем, а сами вот, из плода, будет интересно, да? Знаешь, не обязательно уже его есть, оно и так летом очень красиво. Ну да. Там все заплетает, оно каждый год все больше и больше разрастается. Ага. Там вообще стена зеленая У нас будет. сейчас такое время пошло, что ни виноград нормально не вырастет, ничего, правда? Эти морозы непонятные. С этим летом, который был в этом году, киви бы точно не выросло. Не выросло, вот не смотрела, Вообще не нет. было же так тепло. Это лет 10 назад, чтобы вот оно такое было дерево, может быть, летом что-то мы и увидели бы. Да. Ну, а сейчас мы немножко приберемся тут в цветах. Надо забор ставить. Будет передний, и тогда много цветов уедет туда. Каких-нибудь и роз. Вдоль забора можно насадить и всего. Роз хватает, и много уже Ты про большие. лес говоришь? А? Ты про лес говоришь? Нет. А про что? Я тут. А, Про этот забор. туда уедет это, наперед уедет, Да. перед домом, я думаю, куда уедет? Да. Не, ну мы и на хуторе, понимаешь, там надо еще хорошо почистить деревья, так не будут цветы расти. Уже в следующем году Тень. будешь садить. Ну да.
Я надеюсь, что мы сделаем, что можно будет. Кто забивал, тот и достает. Я не могу достать, у меня сил не хватает. Ты уже вот как забил, так и... Что мало каши ешь. Ага. Ты еле достаешь. Сейчас мы эту гортензию обрежем. У нас она одна единственная, но бабушка там покупала саженцы, мы их посадили так пока просто. Каких-то там разных гортензий. Но уже это наша такая достаточно очень большая. Красивая гортензия твоей мечты будет расти у мамы на даче. А, та голубая? Голубая. Ну, если она все хорошо приживется, то да. Там Просто будет... она одна единственная была. Ага. Нет, на День матери ты подарил гортензию теще, ну. Конечно. Она просто одна была. Все лучшее теще, получается, а не жене. Ну как? Надо вначале к теще подход, да, иметь? А жена это уже так. Мне кажется, С женой если можно договориться. С тещей взаимодействие хорошее. Хорошие отношения с женой будут. Так, на, отрезай, я не знаю, что тут делать. Давай. Аир. Вот это красиво. Им даже лекарства с него делали. Мама за молоком проходила, то просила, я и нарезал. А что он тут растет? Посадили. И на Троицу сели, ну как? На Троицу. Где его взять? Когда-то все сливали. Аир. И что, эти вырезаю под самые... Да это самый, под самый пятый. Только это свои, а... Это молодые побеги, а это аир. Какая трава. Какая это трава? Трава того. А то мы специально, ну эти тоже я вырезаю, наверное. Или кому-то может надо. Может, мы себе там черноплодку это скоростью? Ну вон, можешь если наша выкопать. корня идет, то есть это, ну, вот это можно будет выкопать. Да тут внутри не выкопаешь. те, что Не-не. я вырезала. Ну вон, который с Она- краю за она колесом. Тут возле корня. Так может эти остались? Они же еще совсем Зачем маленькие. их? Вот эти. Они же еще совсем маленькие. Сейчас они не примутся. Или примутся. Ну хай растут, весной откопаете. Нашу на зиму сейчас. На зиму померзнут. А эти все вырезают. Это ну, такие красивые эти. Молодые побеги пускают. Видишь, сколько пустил. Кажется это. Эти бруньки. Ага. Такая-то, как вы говорили, утка будет вкуснее. Ну да. Со смородиной, со вкусом. Привкус. Будет Да, вкуснее. не надо будет приправ добавлять. Или натурально. Да. Точно. Ну, красивый вкус получился. Его одного вот так вполне достаточно для семьи. Ну, она полезная. Вы попробуйте опять. Она сейчас подмерзла, ее Ох, как раз и так надо вкусная. есть. Сейчас вкусная? Да, она после морозов черноплодка и Она рябина как кушается. калина. А, калина. Калина. Я калину уже по 2 этих оставил. Вы все пообъедали. Не, еще есть, но она в этом году. Оно становится У него вкуснее слабое, после вот. морозов. Это вот давление всегда. Меня мать какой-то сахар рассыпала. Калину вот такую. И
ложку наберет и давление стабилизируется. Вот это тоже давление хорошо. Я ушел, ну она такая, она терпкая, но полезная. Она такая. Она вкус, когда его примерз, она сладкая, Но она но она такая терпкая, Вяжет такая. вяжет, да. Ну полезная. Но она, Ем- ее пока ешь, она, короче, вкусная. Ее много нельзя кушать. Но она вкуснее, чем лето. Ее надо, чтобы она постоянно, когда сок уходит, она такая невкусная. Не, становится. она это... Как и калина. Вот. Да. Вот она подморозилась морозами. Калина ж тоже она невкусная, Ага. но она полезная. Черная смородина, она мне лекарством воняет, но она полезная. Вкусная. Не, Мы мне все поречка и красная мне вкусно. Это же что-то она там видит или что? Я не понимаю. Она смотрит на чердак и вот так вот делает. Может, туда наш хорек забежал? Я не знаю. Вот туда. И так кричит, и стоит так уже пару минут. Вот так вот кричит всем. Она там увидела. Она что-то там увидела, ну? Может, там хорек какой? Нету там ничего? Так интересно. Она уже так, может, минут 5-10 стоит. Да. Чего ты? Ну, слушайте, самой даже интересно, что там такое. Дружок, тебе что-то не хватает витаминов, что ты такие колючки ешь? Матроскин. Рот себе весь поколешь. Смотрите, как колючую ест. Что ему не хватает. Наш Матроскин там такие колючки ел. Может, им какие-нибудь витамины надо купить? Даже не
знаю. Вообще просто вот эти вот колючие такие кусты, знаешь. Они ж едят там траву. Они ж помимо своей еды едят все наше. Ну, посмотрим. Мы же скоро их повезем в эту на ветклинику. Так вколем Ну, что-нибудь? что-то ему не хватает. Ну, там вколят. Лучше будет, чем мы дадим там таблетки или Ну, как. в принципе, да. Ну, попросим, чтобы они вкололи. Витамины какие-нибудь. Ты ж тогда жучки прививки делал? Да, ну, делал. и им поделал. У них паспорта уже будут. Ну. За границу с нами Они поедут. что, одни пишут имя, да? Да. Что он делает? Драки. Они у нас бывает дома так дерутся, виск на весь дом Да, стоит. чуть ли не до крови. Все, мы уже бежим, смотрим, что там за разборки. Ну, будь родила. Что ты, я слышала, сказал деду, что он нашел, как себе навоз делать? Он сам сказал. Сам сказал? Говорит, коров нету, а навоза меньше не становится. Правильно, он все листья сгребает. Никогда так не сгребали листья. У него занятий нет, вот и он себе сам придумал. И все. В этом году он без грецкого ореха. Ему Так нечего что, было. если вдруг вам нужен навоз, компост, вот как дед, он берет каждый день косилку, и косилкой собирает листья, и все на кучу там стопливо. Ну, Поэтому у нас всегда будет свое удобрение. 100%. Хватит, наверное, нам на голубику пилок. Полприцепа чуть-чуть больше ушло, короче, на розы, на киви. Но вот это все. Опилки это очень много плюсов, если кто-то не знает. Смотрите, вот мы подсыпали опилками там киви, розы. Это, во-первых, витаминов очень много, удобрения всякого. Раз. Второе, если это зима, оно не дает замерзнуть. Если это лето, оно держит влагу. Не растет ничего. Можно использовать, как вот подсыпали, если где-то у вас какие-то деревья там или что-то еще. Поэтому куча плюсов, короче, от опилок. Вот. А по голубике, ну, чуть-чуть попозже расскажем, как оно что, когда оно и как удобряется вообще. Ну, как мы это делаем. Да. Разные, ну, хозяева делают по-разному, но Правильно, все удобрения голубики идут только весной. да. Все, уже вечереет. Очень быстро время прошло. Встретимся уже завтра. Тут осталось чуть-чуть. Может быть, кстати, немного и хватит. Встретимся уже завтра. Или здесь, или в лесу. Мы еще не знаем. Мы вообще не знаем, что у нас, когда будет, что. Поэтому завтра увидим, где мы будем.
Приехали мы с самого утра на хутор. Еще даже темновато на улице немножко. И смотрите, друзья, что я вижу в доме. Вот появились какие-то такие коричневые пятна. Они не везде, вот здесь в основном, в этой части. Где-то такие еле просвечиваются, вот там по краям. Вот такие вот пятна. Очень даже интересно, почему так получилось. Хотя такого, когда я уезжал, не было. Она подсохла. Я уже стоял и думал, может где-то глина там не подсохла или что, и она передала свой вот этот цвет. Может кто-то знает, что с этим делать, и когда мы покрасим, может оно тоже так останется. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментарии, как поступить в этой ситуации и что здесь делать. Перешпаклевывать, может загрунтовать, зашпаклевать, потом загрунтовать, хорошо покрасить, либо перештукатуривать тут надо, я не знаю. Обязательно нужен ваш совет в этом вопросе, пока мы не начали красить. Ну и на сегодня какие планы? Во-первых, всю эту старую штукатурку очистить. Хочу заштукатурить везде углы. Это обязательно. Возможно, я так подумал, что это, наверное, можно поставить дверцу, и она мешать нам вообще никак не будет. Мы тут оно все ровное. Мы сильно толстым слоем штукатурить и шпаклевать не будем. Но дальше посмотрим. Начнем, наверное, дальше отбивать штукатурку уже ближе к русской печи. Дверца засохла на своем месте, такая красивая. Ее нужно очистить. Тут все очищается и заклеить малярным скотчем, наверное. Но может и не буду, потому что есть вероятность, что так как холодно, может клей остаться. Поэтому посмотрим. Легче, наверное, ее будет отмыть. В каменной тишине, где стены старят, я строю мечты, хоть руки в пыли. Свет фонаря, мой верный компаньон. Все, что в руках, это моя судьба. Кто-то скажет, брось, зачем тебе труд? Но я знаю, что в сердце моем живет. Камни в руках, но не тяжесть леса. Смогу построить и не сломаться. Смело идти, в этом суть моя. Каждым ударом выстрою я. Взгляд вперед, впереди горизонт. Непонимание, мой старый друг. Внутри строитель, мечтатель в ночи. Каждый шаг это мой. Хочу передать огромнейший просто привет и сказать еще огромнейшее спасибо за то, что вы посоветовали. Кто-то написал в комментариях: хорошо чистить швы щеткой по металлу. Вообще просто изумительно. И швы хорошо. И если где-то остается раствор на кирпиче, вообще идеально просто очищается. Поэтому найдите свой комментарий под прошлым видео, сделайте скриншот и сбросьте кому-нибудь, мне или Яне, в Инстаграм, и напишите нам, пожалуйста. Я хочу отблагодарить этого человека, который мне облегчил работу просто в 2, а то и в 3 раза. Просто идеально. Вот это супер помощник с печью.
Немножко пришлось потратить времени, почистить молоточком, где-то подстучать, все посбивать. С камней где-то такие с кирпичей бугорки. Вычистить швы, везде все повычищать. Ну тут смотрите, какая она сейчас красивая печь. Ее сейчас бери лаком покрывай. Вот. Все вычистили, все замечательно. Подчищал ее вот эту побелку, которая здесь вот на дереве. Не знаю, напишите в комментариях, для чего. Для сохранности, наверное, раньше так делали. Древесины, чтобы она, может, никто ее там не ел. Чтобы она не гнила, не знаю. Будет интересно, если вы поделитесь со мной такой информацией. Ну а сейчас уже можно спокойно подшпаклевываться, точнее подштукатуриваться, замазывать дырки где-то какие-то там, где-то немножко ремонтировать, ничего нигде не сыпется. Огромнейшее просто спасибо за щетку по металлу. Вы мне облегчили жизнь просто. Ну вот и здесь к русской печи тоже я уже кусок отбил. Единственное, что вот тут была дверца. Нужно, во-первых, почистить. Тут все сколько золы. И я ее один раз открыл, и она отвалилась. Поэтому сюда тоже нужна новая дверца. Друзья, позвольте потратить 1 минуту вашего драгоценного времени и познакомить вас с компанией Алексея Дуровского «Онлайн-банкротство». Сегодня можно полностью списать свои долги. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на списание. Первое. Кредиты, микрозаймы и долги по картам. Займы у знакомых, долги за коммуналки, штрафы, пени и даже налоги. Его команда уже списала долгов более чем на 1 миллиард рублей и завершила процедуры банкротства более 1500 человек. Берет в работу даже самые сложные дела. Алексей лично проводит бесплатные консультации, разбирает вашу ситуацию и помогает подобрать план действий конкретно для вас. Важно, процедура реально выгодна, если ваш долг составляет от 300 тысяч рублей. Поэтому переходите по ссылке в описании на сайт и записывайтесь на бесплатный разбор вашей ситуации к Алексею. Алексей бесплатно разберет ваш случай. А еще в подарок для вас по промокоду DS вы получите скидку 10 тысяч рублей на услуги компании. Начинайте жизнь с чистого листа. Хочу рассказать, как я буду ремонтировать вот это вот все. Вот видите, тут очень плохо все держится. Раствора практически нет. Это дымоход, я вам показываю. Видите, вот он в таком плачевном очень состоянии. Первый, так скажем, черновой слой
я сделал пожиже раствор, для того, чтобы его можно было вот максимально позаталкивать в эти дырочки везде полностью. Потому что будет дымиться. Все хорошо прогрунтовали, оно до сих пор все мокрое. Сейчас я все швы изначально промажу. В общем, на сегодня задача такая. Максимально, насколько я смогу, времени у меня нет еще, может, часик-полтора, я промажу стыки, швы и замажу дырки большие. А уже под сетку будем штукатурить и максимально выравнивать в следующий раз. Но я тут не знаю, тут будет очень все грустно на самом деле, потому что она тут, весь дымоход, ну такой кривой, я не знаю, как его делали. Тут какие-то кирпичи так лежат, какие-то так лежат, какие-то вот так лежат. Поэтому насколько я смогу, настолько я сделаю. Все, нужно лететь домой. Чуть-чуть не успеваю. Но основное я сделал. Вот так вот хорошо получается под уголок. Вот такой теперь у нас дымоход. И вот так вот хорошо получается. Мажу швы и где-то вот заштукатуриваю ямки. И вот она у нас получается ровненькая. Потом мне легче будет ее целиком штукатурить. Все, друзья, собираюсь. Если никакие планы у нас не поменяются, завтра снова здесь встречаемся и продолжаем. Пахнет пирогом. Мама, ты тут варила пирог? Вечерами без дела тоже не сидим, да? Ну, сейчас такое, да, время, что нужно поготовить. Да. В удовольствие. Никуда не спеша. Никуда не надо тебе бежать. Вообще осенние вечера тяжелые. Ну да. Мы их находим чем занять. Что-нибудь вкусненькое покушаем. Ты помощница настоящая, что ли? Иди, может, Тимуром уроки учи. Нет. Чего? Тебе уже в следующем году вообще-то в школу. Мне нужно тут подметать, да, пап? Кого подметать? Ты же противень мажешь. А что ты будешь готовить, расскажи. Бублики. Кружок и бублик.
решили, что мы сегодня приготовим наше одно из любимых блюд. Это бублики с фаршем. Может, кто-то делал, но я думаю, по-любому делал. Как можно не делать такое просто? Ну, мы с мамой тоже делали, когда мелкий был. Но мы делали с маленьких бубликов. Ну, так оно делается по-разному. С маленьких, с А больших. ты почти всегда делаешь с больших. Ну, лучше с больших, потому что ты тоже делал один раз с маленьких, они очень Нет, быстро Они съедаются. как семечки идут. Ну, а так Быстро два больших закидываешь. съел с чаем и все, и уже. Все очень легко и просто. Нам надо бублики, можно маленькие, можно большие. Мы сейчас замочим в Бублики. молоке. Нужно фарш. Тоже заправляет каждый как хочет. И сверху сыр с майонезом. Все в духовку. Ну, я не знаю, минут 30 и все готово. Вместо бутербродов С чаем очень вкусно. чаем такие плюшки. Такие бабушкины плюшки. Ну, я буду, наверное, хорошей бабушкой. Я буду эти внукам своим такие плюшки делать. И блины с мочанкой. Угу. Привет. Ты муха-цокотуха? Да, и мама двойная, и папа двойной. А я вижу, что кто-то не поставил лайк быстро. О, молодец. Ты приболела чуток? Да. Что-то у нас, да, Мне холодно очень. заболела опять Николь. Расстраивает очень это, да, Никуш? Ну, мне уже тепло. Бублик из молока. Да, мы в молоко их кладем, ну так, ненадолго. Они у нас сами по себе свежие, мягкие. Это похоже на глаз совы. Это на какого-то чудика. Так. Это на какой-то пирог. Это похоже на яичко. Яичко. Шляпа повара. Так, это что? Вот так вот. Это похоже на тучку. Или на что? Ну, а это... К нам приезжал замерщик кухни. И все очень сложно. Все очень сложно. И все очень Мы сложно. уже передумали все, что можно здесь. И передумали делать кухню. И я уже передумала, да, делать кухню. У нас, короче, очень большая проблема. Мы ее сейчас чуть-чуть попозже вам обрисуем. Покажем, что нам предложили. Покажем, что мы сами решили. Я уже даже сделал такой маленький проект на компьютере. Посидел немножко. И мы не знаем, что делать. Мы просто в раздумье, в замешательстве. У нас как-то не получается так, как мы хотим. Кухня такая, ну, сама планировка и квадратура ее нестандартная. Расположение всего, что мы имеем, моек, тоже нестандартное. Холодильник нам деть некуда. Я вообще уже предлагаю жить без холодильника. Зачем он нам? О, настал холодильник. Вот, поэтому мы в большом-большом замешательстве. Может, мы немного поделимся тем, что есть. Может, кто-то что-то да, отдельное и подскажет. Думаю, как нам говорится. что-то подскажет. Мы и так уже подключили всех, кого можно. И печки, лавочки нам эту кухню рисуют, рассказывают по телефону. И вам рассказывают. И, ну, я уже не знаю. Уже столько людей думает над этим. И пока ну, нету того, чтобы я сказала. Вся проблема, мы не знаем, как холодильник поставить так, чтобы нам было удобно. Да. Вот. Не знаю.
Ты на запах пришел? Нет. Сколько съешь? Не знаю, штук 2. С чайком. Да. Осилишь 2 таких? Ну, то больше осилит. Думаю. Да. Нет. Это фарш. Если... Это можно мне сейчас попробовать? Когда ты это доложишь? Все, вот этого хватит расплескивать. Все, я понял. Аккуратно. О, видишь, у нас на 2 мало. Сейчас поделимся. Поделимся с пончиками. Тима, а ты знаешь, что баранки превращаются в пончик? Вот. Так, нам осталось налить сюда немножко водички. И все будем с вами вставлять. А пока наши бублики будут готовиться, давайте мы с вами посмотрим, что мы тут немножко придумали. Так, у нас есть вариант, тот, который мы нарисовали с нашим мебельщиком. Вот, но он мне, ну, как-то не нравится. Ну как, чем-то нравится, чем-то нет, непонятно. Сейчас мы его покажем. Вот, смотрите, нарисована наша мойка, варочная, тут на дне Это шкафчики. как они сейчас установлены, Вот, как с у нас левой сейчас, стороны. да, стоит. Дальше возле окна мы обыграли пенал со стеклом, столешница. Дальше мы перешли на другую стену. Здесь мы не можем поставить холодильник. Ну, как можем, но как-то пока не сходится. И мы его убрали вот здесь, вот полностью зашитый в кухню. И он здесь с духовым шкафом, с микроволновкой. Вот так. Сейчас я вам покажу наглядно, вот буду прям как стоять, вот как мы нарисовали. Ну вот, я стою, грубо говоря, вот тут, вот сейчас посередине нашей кухни. Кухня как бы с одной стороны большая, но с другой стороны она совершенно небольшая. Для дома это маленькая кухня, ну как бы, но больше, чем в квартирах. Ну вот, по этой стороне у нас доверху вот будут идти шкафчики. Дальше вот здесь вот мы нарисовали вот это стекло, уже я сомневаюсь, потому что тут дверь кладовки, столешница, и сюда вот я поворачиваюсь, здесь у меня тоже шкафчики с кухни, то есть низ, естественно, верх, здесь у меня стоит этот холодильник зашитый, духовой шкаф и все. Как бы то, что холодильник зашитый, духовой шкаф, мне это нравится, то что я не хочу как бы духовой шкаф опускать вниз. Я хочу, чтобы он был на уровне. Но мы еще хотим, чтобы вот здесь вот примерно был вот такой вот заворот острова. Но, с другой стороны, я понимаю, что мне столько шкафчиков не надо. У меня еще целая большая полноценная кладовка есть. Ну, их как бы мне в таком количестве не нужно. Считай, по этой стороне у тебя полноценная, да, кухня, как у людей в квартире. А еще и вот эти шкафчики. То есть для нас это очень слишком много. Нам надо что-то придумать. Сюда было бы идеально просто, как стоит холодильник, чтобы здесь и поместился духовой шкаф. Не помещается. Здесь расстояния вот этого не хватает, чтобы сюда вот это все вшить. И что делать, я не знаю. Холодильник больше поставить некуда. Либо он стоит вот на этом месте, либо мы его переносим вот на эту стену. Есть вот еще один вариант. Это мы его придумали. Здесь он нам предложил, у нас шкафчики заканчиваются, потом пустота. Тут до потолка, типа, потом над дверью ничего нету, потом вот этот шкафчик ровно над окном, там еще пустота, а с этой стороны снова все до потолка. И как-то оно не смотрится. И мы не знали, что вот с этой стенкой делать. И нарисовали вот такой. То есть у нас вот идет мойка, потом вот тут будет идти посудомоечная машина.
Потом варочная, тут вилки, ложки, там кастрюли. Тут все до потолка уходит. Над дверью тоже до потолка. На окне уже мы смотрим. Тут шкафчик от потолка идет. Снизу вот тут типа мы придумали чайную зону сделать. Потом сверху тоже идет такой типа пенал. Ну, потому что кухню, как я понимаю, нужно ее сомкнуть. Тогда она будет красиво. Плюс сюда у нас есть там провод идет. Вот сюда можно включить подсветки. Вот сюда 2 лампочки. Потом у нас идет вот здесь зашитый холодильник. Тут снова шкафчики. А духовой мы уже засунем вот куда-нибудь на эту стенку. На эту или Вот уже где-нибудь под здесь, или варочную? вот сюда, там. Ну, то есть вариантов типа много. Но мне почему-то вот этот вот вариант больше всего нравится. Она вот такая типа как бы вся закрыта. У нас задействуются только 2 стенки. А вот эта стена, она будет такая вся свободная, открытая. То есть здесь можно спокойно готовить. Тут в доступе близком холодильник. Вот здесь столешница тоже. То есть ты вот сюда зашел, вот ты готовишь, и ты готовишь вот тут вот везде. А здесь зона типа мойки будет, туда-сюда, тут кастрюлю там поставить. Тут готовишь, сюда удобно заходить. Вот где-то тут будет духовой шкаф снизу встроенный. Потому что сюда духовой шкаф не влезет, раз, вместе с холодильником в эту стену. Ну, почему-то вот мне кажется, что этот вариант. Но единственное, что вот здесь вот с этой стороны непонятно, как поступать. Потому что тут нужно уровнем играть шкафчиков. Уровень холодильника выпирает, он будет идти по верху и до двери. А потом возле двери нужно немножко втопить на 50 сантиметров. То есть вот вся суть проблемы в этом заключается. Потому что холодильник, все играет то, что нам некуда поставить получается, холодильник. идет, торчит, как 60-ка больше. А Да. у нас там столешница под окном может быть только 50 из-за двери, из-за кладовки. И вот. Ну, а шкафчики вот эти будут на ту сторону, это просто так Ну, нарисовал и это проект. будет все без Тут ручек. будет зашито вот это все. Это Да, всё и все будет будут без ручек. Без ручек, все по-современному. Вот почему-то мне кажется, что вот она должна быть, вот она вся летая идет по 2 стены, все тут связано, все круто. И вот здесь вот зона готовки такая. А вот здесь уже в этой части уже стол стоит у нас. Ну почему-то вот мы сходимся к этому. Как бы тоже много типа шкафчиков, наверное, но как ее сомкнуть? Если вот это все оставить чистым, то вот это все придется кидать сюда. А тут окно не посередине, то есть тут маленькое место, а тут будет большая такая стена свободная. Вот, мне кажется почему-то, что вот такая кухня, она самая... Ну, это нужно еще с мебельщиком разговаривать, сможет ли он так сделать, чтобы вот здесь по вот этой стене тут с уровнем этими как-то играть. Мы не знаем. Мы хотим, чтобы вы нам, наши зрители, может, какие-то идеи подкинули. Честно, я уже, бывает моменты, говорю, все, не хочу никакую кухню. 100% нам подкидывают сейчас идеи. Нам всегда Будем, подкидывают да, идеи. Будем жить так. Мне уже все берет это. Я говорю, все, не хочу. Уже все, отстаньте от меня, я не знаю. Потому что думаешь, вроде все, вот, все, давай так. Спать ложусь, просыпаюсь, все, где-то начинаю задумываться, начинаю уже думать, ай, а если оно некрасиво будет, а если мне так неудобно, да мне столько шкафчиков не надо, и все, и начинается у меня вот это вот, и все, и я уже к нему захожу, все, давай переделывать. Он говорит, в смысле, мы уже вчера решили, уже мебельщику отвечать надо. Поэтому, не знаю, дорогие наши зрители. У нас есть неделя. Да, помогите нам, пожалуйста, help. Ну, вот реально, безвыходная ситуация с этим холодильником, я не знаю. Я не могу здесь пока увидеть кухню своей мечты. Мне надо, чтобы была кухня моей мечты. Вот. Много-много нюансов. Если хочется и духовой шкаф, чтобы был вот сверху, и хочется, чтобы было просторно, не было вот так вот загромождено все, потому что станет еще меньше места. Хочется, чтобы было удобно готовить, чтобы вам, зрителям, было красиво, чтобы за мной был фон красивой кухни, и все вот, чтобы я делилась своими рецептами с вами, не стояла спиной, и чтобы мы не знали, как вот вам это все показать, чтобы я не резала вот на этом столе. Поэтому помогите, пожалуйста, нам. Будем ждать ваши комментарии, поэтому спасайте нас. И давайте вместе придумаем нам
кухню, потому что мы уже, ну вот все, что мы могли, все мы вам показали, но надо немножко доработать, мне кажется, поэтому ждем ваши идеи. Ну давайте наши дегустаторы самые главные. Это дети. Сыр я попробовала. Я не могу откусить, у меня зуб шатает. Сейчас я тебе нарежу, да? Тебе кусочками нарезать. Вот так. Ну что, Тимур? Все, дам оценку. Давай. 10 из 10 просто. Ну я счастлива. Сейчас, Никуша, тебя спасу от твоих молочных зубов. Это булочка. Ну, это булочка с 12 из 10. 12 из 10. Кушайте. Это не булочка, это вообще бублик. Хорошие такие плюшки. Очень. О, мягкий. Как углив. Сегодня прохладно. Такая погода. Вчера даже как будто бы снег хотел пойти. Но сегодня такой, такой уже зимний ветер, холодный. Взяла с собой сегодня обогреватель. Пускай сейчас пока прогреется в доме немножко, потому что там только 5 градусов. У меня есть тут немножко здесь и там попилить дрова, сложить. Я думаю, как раз чуть-чуть в доме потеплеет. Мы бежали от города вдаль. Там шум, бетон, там вечный вокзал. Здесь тишина, как мягкий плед. И утро встречает нас в рассвет. Наш домик в деревне, под крышей из грез. Здесь пахнет малиной, здесь звонит овес. Яна сажает, Артем мастерит. Все это наш мир. Он в сердце звучит. Яна руками землю растит. Каждый росток — это жизни магнит. Артем молотком создает уют. Тут в каждой доске его труд. Основной участок территории, назовем его жилым, уже почищен. Изначально, когда мы только приобрели хутор, мы его чистили максимально, давили на это. Сейчас мы уже чистим вот места в конце участка, где пока ничем не занимаемся. Основной такой объем по очистке еще предстоит, когда мы будем ставить забор, потому что по краям мы 1 метр не дочистили. После того, как нам оббили участок, мы это только увидели.
кучу вот так потихоньку нарезаем. И когда погода позволяет, мы их сжигаем. В прошлый раз, когда мы приезжали, занимались печкой, мы все дыры в целом, так сказать, ее подремонтировали. Сегодня, если мы больше ничего не найдем, я думаю, у нас получится заштукатурить все. Но первоначально уголки заштукатурим, а потом будем целиком печь. Очень высоко печка сделана. Тут буквально 15 сантиметров от потолка. И тяжело здесь замазать. Ну ничего. Сейчас получится. Я, конечно, думал, что с углами буду мучиться. Но хорошо, что вот заметил, когда покупал шпатели, вот такую вот угловую кельму. Есть наружная у меня и есть вот там еще внутренняя. И вот потом пройтись по раствору вообще идеально.
очень кривые вот эти вот две стенки были. Поэтому много таких вот соплей, которые торчат. Но пускай штукатурка подсохнет, я их сотру. Больше я сюда, наверное, лезть не буду. Надо сделать небольшой перерыв и уже закончить с дымоходом. Снова дождем воды налило. Очень много было комментариев насчет лодки. А именно то, что лодку на зиму нужно забрать, перевернуть вверх дном. Друзья, конечно же, мы ее заберем. Но пока морозов не предвещает таких сильных. И у меня еще вообще даже в планах в этом году порыбачить, поставить жерлицы, как только у меня появится время. Вместе с Яной, возможно, сюда приедем, потому что только когда Яна сюда приезжает, начинается какой-то клев, клюет рыба на удочку, там на жерлице, помните, да, мы словили какую щуку, очень большую, ее называли там королевская, наверное, там золотая, тоже много было комментариев. Мы все сделаем, и у меня еще даже в планах ее еще раз пролить все дно смолой, перекрутить крепеж на весла. То есть есть еще кое-какие дела, которые в ходе эксплуатации я для себя определил, что нужно переделать. Поэтому не переживайте, все мы сделаем, лодка не пропадет, все будет в порядке. И к вечеру погода так поменялась. Так тепло стало, солнышко вышло. Ветер, вообще штиль просто. Возможно, ну тут два варианта. Либо будет мороз, потому что закат очень красный такой. Ну, либо, возможно, завтра тепло будет. Хотелось бы, чтобы завтра было тепло. Ну что, друзья, вот так вот получилось. Если честно, то я сам просто удивлен от того, что я что-то смог сделать вот с этим дымоходом, который... Я думал, что я за него возьмусь, и он развалится. Но нет. Уголок, сеточка, все у меня получилось сделать. Поэтому следующая серия, мы ее затопим, это по-любому. Ну, потому что нам надо. А сегодня будем заканчивать серию. Спасибо, что посмотрели ее до конца. Подпишитесь на нас, поставьте лайк, напишите комментарий. А мы вас всех любим, всех обнимаем. Всем пока, до новых встреч.
куточок Беларуси, маленькая родима, где с самого детинства все мило сердцу так. Схилившийся рабіна, обудить успомины с вербой, что ля калитки подродный клича так. Схилившийся рабіна, обудить успомины с вербой, что ля калитки подродный клича дах. У земли батьковской этой я черпаю витоки святой водой криничной, что силы надає. Ближе быть немагчыма, бо